Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Бывалый Трейдер. Это первое видео из цикла по обучению торговли бинарными опционами по Price Action. Это будет цикл именно по сетапам, паттернам, наподобие пин-бара и так дальше. Есть много паттернов, разные люди описывают их по-разному. К множеству из этих паттернов, сетапов я пришел буквально сам по обучению самому, то есть я наблюдал за ценой и их видел на графике. Впоследствии, когда я еще плюс обучался, читал всякие статьи и тому подобные книжки по Price Action, я их находил в книжках и понимал, что эти сетапы уже давно изучены, продуманы, мне только нужно было почитать несколько книжек и их там найти, да. Но лучше всего, когда я к ним пришел сам, я их очень хорошо запомнил, и я сам пришел к тому, как по ним торговать. Это намного лучше, нежели найти их в книжке, ибо так дальше. Но все-таки в наше время все хотят побыстрее и сейчас. То есть вам достаточно этот паттерн показать, рассказать, как он плюс-минус работает, а дальше вы уже будете сами тренироваться и учиться его понимать. Я думал записать первое видео по уровням, какие уровни нужно учитывать, какие уровни у нас есть динамические, главные, основные уровни, краткосрочные и так дальше. Это очень длинная тема, но впоследствии я подумал, что когда я буду вам объяснять сетапы, паттерны, да, я также буду объяснять, возле каких уровней они как работают. И впоследствии вы поймете, что считать уровнем, какие уровни есть динамические, почему он называется динамический, почему краткосрочные есть уровни, основные и так дальше. То есть лучше, когда вы будете по чуть-чуть эту информацию вглатывать, нежели вам все за раз влепить, у вас просто все перемешается в голове. Поэтому по одному сетапу вы проверяете, тестируете и так дальше после выпуска видео. И я надеюсь, впоследствии у многих из вас будет что-то получаться. Но для того, скажем, чтобы вам изначально видеть какие-то главные уровни, то есть возле каких не нужно принимать сетап сильно во внимание, конечно, если это уровень будет основным, ибо таким важным, я вам советую наложить еще одну скользящую среднюю. Вот, скользящую среднюю, еще одну с периодом 60. Заметьте, это у нас таймфрейм минутный, то есть минутный график с периодом 60. Давайте дадим ей цвет какой-то светлый, белый, да, чтобы она отличалась. Вот нам эта скользящая средняя при каком-то тренде на повышении ибо на понижение, она будет нам показывать уровень. Вот как мы видим здесь, да, уровень зеркальный, да. Мы пробили его, зеркальный уровень, здесь консолидация. И мы видим практически вот на этом уровне, и у нас здесь скользящая средняя. Да, ее цена пересекла. Мы видим, что цена даже остановилась на этом уровне, она его пробила. Прекрасный паттерн рельсы и вылетела наверх. Это скользящая средняя, он будет показывать хорошие уровни, возле которых нужно больше внимания. Итак. Также вы понимаете, что если эти две пересекли скользящую среднюю белую, да, синяя и красная пересекли белую снизу вверх, то понятно, что это активный тренд на повышение. Это также будет вам в пользу. Но в сегодняшнем видео я хочу с вами рассмотреть такой интересный паттерн, как внутренний бар, потому что есть много паттернов в разных книжках и так дальше. Вы, может, уже их и находили. Но в большинстве своем они работают только на 4 часах и на дневных графиках, то есть на таких более больших таймфреймах. И они предназначены для рынка Форекс. Там должен быть стоп-лосс. Стоп-лосс как минимум 1 к 2 к профиту. То есть там получается проиграл 100%, но заработал 200. То есть там более уже рынок на стороне трейдера. Но и все равно люди там, большинство там людей в своем проигрывает свои деньги. Так что я вам буду показывать такие сетапы, которые вы уже, наверное, и знаете. Но я вам буду показывать те сетапы, которые работают на таких малых таймфреймах. На минутки и 5 минутки. Открываем таймфрейм минутку. И давайте найдем какой-то внутренний бар интересный, да. Вот здесь у нас есть внутренний
бар. Смотрите, материнская свеча, мы видим БЧ, да, и внутренний бар. То есть он практически внутри этой свечи. Это у нас и есть внутренний бар. Вроде все просто и легко, да, ничего особенного нет. Но у этого внутреннего бара есть множество особенностей. Сейчас мы с вами подойдем к нему поподробнее. Если этот внутренний бар в консолидации рынка, как в данном случае, мы видим, что рынок остановился. Здесь мы видим два прекрасных пин-бара. И третий у нас еще, его тоже можно считать пин-баром. Но если такой длинный хвост и с этой стороны, не очень сильно его и считается пин-баром. Видим 3 пин-бара. Это просто идеальный сигнал, просто идеальнейший сигнал на вход против тренда, на понижение. Мы видим у нас тренд на повышение. Но если мы видим вот такой интересный сетап, да, я если бы его видел и был в рынке, я бы 100% вошел на понижение, скажем, на минут 5, вот где-то даже на этом, уже втором закрытии второго пин-бара, на открытии этого пин-бара, я бы вошел точно на 5 минут на понижение. Потому что я бы понимал, что здесь какая-то еще должна быть консолидация, остановка, но в принципе процент на выигрыш очень большой. Но к пин-барам мы с вами подойдем чуть попозже. Давайте будем рассматривать вот этот сетап. Итак, мы видим внутренний бар. Если он в такой консолидации, мы видим остановку рынка. Вроде рынок пытается уже разворачиваться, да? То есть откатываться против тренда. Входить по нему в таких случаях нужно на пробой. На пробой материнской свечи. Вот, скажем, примерно на этой мы могли войти на понижение, да? И в консолидации такой остановки рынка на пробой выбирайте время экспирации побольше. Ну, там, скажем, даже 5 минут. 5 минут, потому что даже здесь я бы выбрал 5 минут. Это консолидация, рынок может постоять здесь еще немного, потом уйти вниз. Поэтому здесь нужно работать на пробой. Если цена пробила материнскую свечу вниз в консолидации, подмечаю еще раз, мы входим на понижение на 5 минут. Если мы видим, здесь это поняли, да? Если пробивается вверх, мы входим на повышение на 5 минут. Есть такой фактор, как ложный пробой. Да, бывает, цена пробивает, возвращается обратно и образовывается такой, как, скажем, пин-бар, да? Скажем, мы вошли на пробой, и это у нас оказался ложный пробой. Мы возвращаемся обратно, и на 50% откате этого нашего пин-бара мы можем входить такой же сделкой, ибо немножко больше, но я советую такой же сделкой входить на понижение. То есть застраховать свои риски, потому что мы видим, что это как бы ложный пробой. И если нам, скажем, дает брокер 87-90% прибыли со сделки, мы все-таки теряем 10-15%, но не целых 100%. Надеюсь, это понятно. То если мы видим уже ложный пробой сюда и возвращаемся обратно, когда эта наша свеча, которая сделала ложный пробой, вернулась на 50% своей всей длины, мы входим на понижение. Как в данном случае, если бы мы пробили наверх, я где-то сейчас вам найду такой вариант, мы входим на понижение. Такой же сделкой, чтобы застраховать свои риски, чтобы мы не потеряли 100%, а теряем 10-15%. Это намного лучше. Вариант, что цена здесь закроется, скажем, в нашем внутреннем диапазоне, процент очень мал. Чтобы мы, скажем, проиграли все две сделки. Процент очень малый, и из-за этого процента стоит рискнуть, чтобы нам не потерять наших 100%. Надеюсь, это понятно, ребята. Если у нас сейчас я где-то вам найду его. Вот видим, это не внутренний бар, потому что хвосты равны. Видите? Хвосты равны, это не внутренний бар. Сейчас я где-то найду хороший внутренний бар. Где-то, чтобы он был по тренду. Ну вот, хороший внутренний бар. Он по тренду. Все три скользящие средние у нас направлены вниз. Если это у нас по тренду, при закрытии этого
внутреннего бара. При его закрытии входим на 2 минуты на понижение. 2-3 минуты, ну скорее всего 2 минуты. Потому что это все-таки минутный график. И он быстро движется и тому подобное. Притом европейская американская сессия. Такие сетапы лучше торговать на короткое время. То есть 2-3 минуты. Но если это видно по активному тренду на понижение, ибо на повышение у нас видно вот такой сетап, не консолидация, активный тренд на понижение. Еще раз повторяюсь. И мы видим внутренний бар. При закрытии его, сразу при закрытии его, входим ровно на 2 минуты, 2-3 минуты, но я обычно на 2 минуты вхожу, на понижение. То есть в сторону тренда. Не нужно уже ждать пробоя какого-то и так дальше. Здесь уже пробоя не нужно. Еще прекрасно, если у нас, как в данном случае, то есть материнская свеча медвежья, а уже внутренний бар бычий, это прекрасная возможность войти на понижение, потому что у нас есть запас хода. То есть если у нас эта свеча была медвежьей, но внутренним баром, здесь запас хода уже меньше. Но все же он также действует. Да, сетапы не отрабатывают все 100%. То есть не нужно быть уверенным, что вот если это вот сетап, внутренний бар, и вот нужно все их торговать, и они все должны быть 100%. Конечно, нет. Если 60-70% будет отрабатываться сетап на бинарных опционах, этого вполне достаточно, чтобы быть в плюсе. Притом, если вы еще будете торговать с нормальным депозитом, таким хорошим, у вас сделки будут по 50-100 долларов и хорошо будете зарабатывать. Это один из сетапов. Не нужно убеждать себя, что он будет работать все 100%. Надеюсь, это понятно, когда по тренду мы видим, пробили этот уровень. Мы видим все скользящие средние направлены вниз, то есть красные ниже синей, синяя ниже белой. Белую я поставил лично для вас, я ее практически не использую на 60 период. Но это для вас, чтобы вы видели какие-то хорошие уровни, возле которых нужно уже присматриваться к сетапам, да. И так дальше. Вот здесь активно развивается откат на повышение, мы пробили какой-то уровень. Здесь вообще отличнейший пин-бар, просто цветочек, хвостатые свечи, очень хвостатые, плюс отличный пин-бар, это просто цветочек. Но на пин-бары мы с вами будем говорить попозже. Так, давайте еще о внутренних барах. Где-то на уровне я хочу его найти. Так, вот здесь мы прекрасно видим ложный пробой внутреннего бара, да, но здесь у нас уровень, что какой момент я вам и хотел найти. Прекрасная ситуация, которая мне была и нужна. Вот здесь мы видим прекрасно, что мы не возле уровня, движемся вниз, у нас внутренний бар, он закрылся, 2 минуты, даже 3-4 мы получили прибыль. А здесь уже ниже, смотрите, у нас уровень. Думаю, это все видят. Это уровень. Цена от него развернулась и пошла хорошо, так хорошо на повышение, да? Это безусловно уровень. И здесь мы видим, что на уровне у нас образовался внутренний бар, да? И мы видим, что его пробивает цена вниз. В таких случаях возле уровня нужно скорее ждать фейка. То есть фейк — это ложный пробой. Возле уровней и еще таких значительных, как вот этот, нужно ожидать ложного пробоя, фейка. Больше я уже склонен к ложному пробою вот на уровнях, нежели к продолжению тренда. Да, мы видим, нету никакого здесь поблизости какого-то хорошего уровня, да, основного, чтобы нам присматриваться к этому сетапу очень сильно, да. Мы видим прекрасный тренд на понижение, мы видим еще пересечение здесь скользящих средних, все как по правилам, ближайший уровень еще далеко, входим на 2-3 минуты, получаем свой профит. Когда мы уже близко возле уровня, видим этот уровень, здесь уже нужно присмотреться. Мы видим внутренний бар, мы видим его пробой, цена возвращается обратно,
То есть, но мы еще не понимаем, это ложный пробой или нет, потому что цена не вернулась в зону именно материнской свечи, да? Мы еще не понимаем, это ложный пробой или нет. Мы будем понимать, что это ложный пробой, если до конца этой свечи будет примерно 10 секунд до ее закрытия, и мы будем внутри материнской свечи. Это, конечно же, будет уже считаться ложным пробоем. В данной ситуации очень круто отыгрался ложный пробой. Мы пошли на пробой уровня, мы его не пробили. Ложный пробой, мы здесь знаем, что здесь уровень, не нужно спешить на вход. Ложный пробой, мы вернулись обратно. Образовался у нас пин-бар бычий, просто крутейший. И вот на закрытии этого пин-бара нам и нужно было входить. Потому что здесь не только ложный пробой, но здесь и уровень, и бар внутри с ложным пробоем, и еще пин-бар плюс. Это просто идеальный вариант. То есть таких идеальных вариантов на рынке можно найти много. И как я их вижу. Множество из вас их не видит. Профессионалу, который знает price action и по нему хорошо торгует, ему нафиг не нужны мои уроки. Видим, надеюсь, это вы понимаете, что уровень, особенно такой сильный уровень, это именно точки разворота цены. Это уже, я думаю, много из вас должны это понимать. Что основные уровни это точки разворота цены и зеркальные уровни. То есть зеркальный уровень это у нас где, ну приблизительно по тренду, когда будем идти. Ну вот это у нас зеркальный уровень. Мы пробились наверх, и вот вам вот здесь примерно где-то зеркальный уровень будет у нас и находиться, возле которых нужно наблюдать за ценой, смотреть какие-то паттерны, сетапы, которые пин-бары, внутренние бары и так дальше, которые будут показывать нам на стремление разворота цены на повышение. Вот этот вариант, надеюсь, понимаете. Если внутри у нас появляется внутри трендового движения, поблизости нету уровней, нету особых уровней, таких основных, да, там динамические какие-то уровни есть, но если нету основных уровней, появляется наш сетап 2-3 минуты при закрытии внутреннего бара в сторону тренда. Если мы находимся возле каких-то уровней, основных уровней, здесь уже не спешите на вход, посмотрите, как цена себя поведет. Даже возле таких уровней, если вы видите вот такой сетап, воздержитесь. Подождите, еще у вас будет возможность войти и возможность не одна войти. То есть рынок никуда не убежит. Воздержитесь. Вот здесь отличное подтверждение нашим пин-барам на повышение. Думаю, это понятно. Ложный пробой. Мы не пошли дальше, мы вернулись на закрытие этого пин-бара. Плюс это еще отличнейший пин-бар с длинным хвостом. На повышении, ну, примерно, я думаю, уже 3-4 минуты, потому что здесь цена еще может и остановиться. То есть при развороте с какого-то точки, с какого-то уровня цена может немножко вот как здесь постояла, да. Но здесь даже 2, 3, 4, 5 минут мы были бы в плюсе. Но есть такие моменты, когда мы входим на 3 минуты, цена вроде идет вниз, но третья минутка закрывается чуть ниже нашего входа. И такое бывает. Потому что поэтому и я вам советую уже при таких разворотах входите на 3-4 минуты. Да, можно и на 2, то есть, ну, это вы уже сами поймете по ситуации рынка. Потому что здесь видно именно длинный хвост, длинный пин-бар, активное давление снизу. Можно было входить и на 2 минуты. Здесь мы также видим внутренний бар, прямо на пробое уровня. Также здесь мы не входим сразу, потому что здесь еще уровень действует. Плюс у нас еще вот здесь хороший уровень. Уровень это зона, именно область какая-то. Плюс мы видим этот пин-бар развернулся с этой точки. Здесь также мы ждем. То есть ждем, не спешим на пробое входить. То есть мы видим цена нашу материнскую свечу пробила. И когда мы видим, что цена здесь закрепляется, и у нас уже 5-10 секунд до закрытия этой свечи, и мы видим, что она не возвращается обратно в зону, можем смело на 2-3 минуты входить уже на повышение, на пробой материнской свечи. То есть если цена не вернулась в эту зону, здесь не стоит, и у нас 5-10 секунд до закрытия нашей свечи,
можно смело входить. Да, это может в некоторых случаях не отрабатываться, такой вариант. Но мы должны понимать, что нам не нужно стопроцентные прибыльные сделки. Нам нужна именно сама прибыль, чтобы у нас было больше прибыльных, нежели убыточных. Для этого и нам нужна стратегия торговли. Надеюсь, вы все умные люди и это понимаете. Вот здесь прекрасный момент, внутренний бар, мы его пробили, еще не входим. То есть пробиваем наверх, еще не входим. Здесь у нас не середина тренда, здесь у нас мы в близости возле уровней. Так что здесь мы терпим. 5-10 секунд до закрытия и мы выше материнской свечи. Входим на 2-3 минуты в сторону пробоя материнской свечи. Это у нас получается на повышении абсолютно идентичный вариант и с понижением. Если это где-то происходит вверху. Это вам понятно, ребята. Вот здесь мы видим на вершинке внутренний бар. Вот у нас уровень. Мы видим прекрасный уровень. Цена 2 раза его в этом уровне тестировала. И здесь вроде внутренний бар, да, цена внутри. Вот эта свечка внутри. Как я вам и рассказывал, что на уровне мы ждем какого-то пробоя в какую-то из сторон и ждем ее подтверждения. Мы видим, здесь еще цена постояла, мы пробились, но здесь мы ожидаем, мы не входим, не спешим, потому что мы тестируем еще раз уровень. Вернулись обратно в эту зону, в зону материнской свечи, закрылись внутри материнской свечи, то есть 5 секунд до закрытия, и мы видим точно, что она закрывается внутри материнской свечи. Все, 2-3 минуты на понижение. Отличный вариант для входа. Еще плюс у нас есть подтверждение тому, что у нас вроде какая-то остановка рынка, у нас очень сильно сближаются две скользящие средние 10 и 21. Они вот прям на этой очень сильно сблизились, прям сигнализируют на пересечение и разворот вниз. Плюс у нас такой интересный сетап, плюс у нас уровень. Ну, прям цветочек для входа на понижение. Надеюсь, ребята, это вам понятно. Если мы закроем эту сторону, да, и мы видим вот так, видим цену, да, и мы видим, что здесь у нас уровень. 3 раза цена его тестировала, на 4-й пробила. Здесь у нас уровень, даже вот этот хвост уже здесь в близости уровень. И у нас все скользящие средние направлены вниз. То есть вблизи возле уровня мы ждем подтверждения пробоя. И здесь мы видим, цена пробивает, да? Пробивает, но мы видим, что она практически доходит к уровню. Здесь мы уже не входим, мы ждем. То есть не спешим входить. Видим, цена вернулась обратно, да, в зону материнской свечи, вернулась обратно. Это как бы сигнал нам на понижение. Здесь у нас плюс уровень. Плюс мы пробились и вернулись обратно, как будто ложный пробой. На закрытии этой свечки я бы, наверное, вошел по этому сетапу. И впоследствии мы получаем минус, да? Ну, зависит от того, на сколько времени. Ну, все равно мы получаем минус, да? Но здесь есть множество факторов. Вам просто нужно торговать, потестировать и так дальше. Да, это длительный, мучительный процесс. Длительный мучительный процесс торговли. Еще хочу подметить, что никакого мартингейла, ребята, если вы хотите на реальном счету торговать по сетапам, пробовать тестировать, никакого мартингейла, чисто торгуете по одной сделке. Быстрого заработка вам не обещаю, но если вы будете все по правилам делать и не спешить никуда, не поднимать ставки и так дальше, плюс-минус, скажем, из 100 сделок у вас 65-70 будут плюсовых. Но еще не спешите переходить на реальный счет, вы пока что этот сетап проверяйте, тестируйте и пробуйте. Вот здесь мы видим, также образовался такой интересный сетап, да. Мы остановились, где наш уровень. Пока что я его не вижу, нужно открыть побольше таймфрейм. Но здесь также мы видим ложный пробой в эту сторону. Цена вроде разворачивается на повышение. Ложный пробой, здесь уровень. Также этот сетап у нас похож как бы на рельсы, да, на сетап рельсы, может кто-то знает. Но он не идеален, да. И здесь у нас также вроде бы ложный пробой. Мы вернулись в зону.
В данном случае, то есть я, скорее всего, на таких уровнях, если уж уже входить по фейку, то входить, как я вам и говорил, на длительный срок. 5 минут. Здесь цена может постоять еще и постоять. Сейчас пока что мы видим прибыль. 4-я минута, да? В таких консолидациях на уровнях входите на длительный срок. В середине тренда такого, когда мы видим ярое движение на понижение, либо на повышение, мы входим на 2-3 минуты. Вот такие краткосрочные сделки. Это вам понятно. Этому вам еще учиться и учиться. Желаю вам успехов, желаю вам удачи. Надеюсь, сетап внутренний бар вы поняли, как по нему работать. Тестируйте. Вы поняли, что как нужно работать возле уровней, в консолидации, при активном движении и так дальше. Если у нас еще есть какое-то подтверждение пин-бара ложным пробоем, это идеальный вариант на вход. Но это вы все увидите уже тогда, когда вы начнете присматриваться к сетапу. Когда вы начнете торговать и к нему присматриваться, вы увидите много и много нюансов при торговле этим сетапом. В следующем видео, я думаю, вам расскажу уже более подробнее о сетапе пин-бар, как я его вижу на минутном графике, какие я использую пин-бары и как я торгую также по пин-бару. Есть еще сетапы, рельсы и так дальше, но в множестве статьях они все описываются для Форекса и для длительного срока сделки. И плюс там еще учитывается стоп-лосс, которого у нас на бинарных опционах нету. Но у нас есть возможность застраховать свои риски, если у нас график показывает, что прогноз нас не сбывается. Это похоже уже как бы на стоп-лосс. Нужно постоянно следить за ценой и понимать, что цена делает, почему сигнал не сбывается. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях свои мнения. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч.